Женщина-руководитель – это полный ужас. Хочу вам историю рассказать про то, как я работал в организации. Как вы все знаете, пока небольшое количество моих зрителей, я занимаюсь шинами и аккумуляторами. Напарник у меня занимается шинами в основном, то есть он профессионал в этом деле. Я занимаюсь аккумуляторами. Я тоже считаю себя профессионалом в этом деле. История такова. История из моей жизни, из моей практики. Ни на что не настаиваю. Это сугубо мое личное мнение. Я в жизни столкнулся именно с этим. То есть когда-то молодой, я хотел всю жизнь работать в банке, отучился, получил диплом, устроился в банк и случился кризис. Соответственно, после кризиса надо было куда-то идти работать. Сменив там не столь престижные работы, я устроился в организацию, которая торгует строительными материалами. Торгашом. Как у нас это называется? Менеджер по продажам. То есть там был руководитель, мужик просто классный, лучше руководителя не найти. То есть он тоже профессионал своего дела в плане торговли, в плане продаж, именно оптовых продаж. И там работал, зарплата была достойная, не сказал бы высокая, но для моего возраста, для моего уровня осознания этой профессии, я считаю, что мне платили достаточно. И пришел момент, когда тоже связанный с кризисом, и стройка у нас начинала вставать. Соответственно, зарплаты упали. И руководитель мой мне предложил, что вот у него есть там бывшая жена, она работает в организации, в которой он когда-то ее устроил. Они торгуют аккумуляторами. То есть тот же продажник, но уже оптом продавать аккумуляторы. Я сходил на собеседование, меня благополучно взяли. Контора, сразу говорю, на наш город. Там работало в то время, не знаю, 2 кладовщика, бухгалтер, директор и менеджер. Соответственно, то есть я. Я тоже пришел на чье-то место, быстро все схватил, обучился, начал все понимать. И со временем, когда человек долго работает на одном и том же месте, у него появляются амбиции. По крайней мере, я не знаю, это в мужском характере. Надо куда-то расти либо в финансовом плане, либо в плане карьерном. И, соответственно, это уже подгонит к финансовому плану. Руководство сидело в другом крупном городе, в миллионнике. И, соответственно, мы ездили на совещание, куда там, не знаю, перед сезоном, раз или два в год. И отчитывались. Почему женщина-руководитель это плохо? В моей истории директор этого филиала, в котором я работал, как по мне, была амбиций много, да, у человека было, но профессионализма как такового и восприятия мира правильно, вот можно так сказать, мне кажется, мало. То есть я понимаю, девочки, и когда человек приезжает на совещание, и он не готов. То есть я менеджер, я там, не знаю, в иерархии этой компании я был после грузчика, после кладовщика. И когда приезжали к главарю компании и человеку отчеты, которые он сдавал, он не готовил, ему подготавливали на знакомствах или еще какие-то интимные у них были связи, я не знаю. И происходило все именно так. Я смотрел на это, 6-7 лет точно.
То есть постоянно, когда наблюдаешь, что ты работаешь, да, какие-то организационные моменты по филиалу принималось тоже головой. То есть человек, как правило, не управлял филиалом, а делал то, что ему сказано было свыше. И смотря на это, я уже в голове своей думал, что надо куда-то расти, либо попробовать в этой организации как-то начать пробиваться. То есть я начал общаться там и с гендиректором, говорить, что какой рост вообще, какие перспективы в данной организации меня ждут. На что получал там: потерпи, не торопись, и все в таком. Меня еще смущало всегда работа с аккумуляторами — это техническая, можно так сказать, профессия. То есть надо знать физику, химию, понимать именно в этой сфере. Я не говорю, что глобально все надо знать. Именно то, что происходит с процессами в этих аккумуляторах. И у нас в одно время решили сделать такую, как профориентацию или что. То есть выдали конспекты, и мы по этим конспектам учили все, чтобы мы были профессионалами от и до. Мы выучили, поехали сдавать экзамен, и последней каплей было то, что, экзамен, понятно, из своего филиала я сдал один, должен был сдавать директор и, соответственно, менеджер, соответственно, продавцы там розничные. То есть я сдал один экзамен, и как-то вот это вот послабление, то есть к этому экзамену нас готовили как бы очень сильно. Нам говорили, что чуть ли не сдашь, там тебя уволят просто, что ты тупой. И директор, соответственно, филиала, будем ее так называть, то есть она этот экзамен, как я помню, до того, как уволился, так и не сдала. Тяжело работать в такой атмосфере, когда человек меняет настроение, будем называть вещи своими именами. То есть руководитель, когда руководит мужчиной либо мужчинами, я был мужиком в плане оптовых продаж единственный, кладовщики всегда попадали, и продавцы, соответственно, тоже попадали. Что настроение меняется от каких-то физиологических вещей. Этого не должно быть, это не профессионально. И просто в один прекрасный момент, общаясь там с одним из директоров в главном офисе, не хочу больше работать не на дядю, а не хочу больше работать с этим человеком. Просто суть конфликта была не в том, что я не умею подчиняться, чтобы мной руководили. Суть конфликта была в том, что как такой человек, только имея какие-то свои низменные, бабские амбиции, сидит на такой должности. Решений, принятых лично ей, в то время, когда я работал, я не знаю сейчас, что происходит, было 0. И вот так вот люди работают. То есть за какие-то, не знаю, внешние данные, что, как по мне, по моему вкусу, навряд ли. Кому-то, видать, все-таки заходят такие личности. Если вам заходят мои истории, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь видео, чтобы наш канал рос. Не знаю, наше сообщество, я считаю, в основном мужское. Женщины тоже смотрят. Переходите в Телеграм, подписывайтесь. Наберем 1000 человек в Телеграме и начнем полное общение. Будем там делиться своими историями. Берегите себя, своих близких. В следующем видео расскажу о первой женщине, которая была у меня руководителем.
Ну, там противоположная ситуация, так что обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы в следующем видео вам пришло уведомление. Пока-пока!